Всем привет! У нас тут в гостях появился... Да, как ты думаешь, здесь надо такие приветствия клевые придумать, своя фишка должна быть. У нас тут Андрей Рублев в гостях в Москве, что просто невероятно. Тренируется на кортах Лужников, и столько детей смотрят. На самом деле, это реально очень крутая история, потому что столько детей получают мотивацию, столько кайфуют от того, что ты играешь здесь. И я думаю, что это просто даже полезно для того, чтобы ты здесь пару денечков потренировался. Это очень круто. Я понимаю, что какие-то ситуации такая произошла, что ты остался, да? Что там такое произошло, что ты здесь целых 4 дня тренируешься? Я забыл, что у меня виза с 25-го только в Европу. Я не могу в Европу полететь до 25-го. Но она есть. Ну да, есть. Просто я забыл, что она с 25-го. Так это, это не страшно, да, я не понял. страшно. То есть ты после этого летишь у нас, получается, Монпелье, Роттердам, Доха, Дубай. Понял. В любом случае, очень круто, что ты здесь, очень классно тебя видеть, как лично я могу сказать, как и всем нашим фанатам. Скажи, такой вопрос. После Австралии твои фанаты немножко переживают за твое духовное такое состояние, сори, что спрашиваю, но как вот после поражения, как ты справляешься, какие у тебя есть такие свои, может быть, новые фишки, что чему ты доволен, чем ты доволен после матча? Да, нормально себя чувствую. Чувствую себя намного лучше, чем в том году после Австралии. Понятное дело, что обидно проиграть 2 первых круга, но чувствую себя в разы лучше, чем в том году, когда я начал сезон с победы турнира и четвертьфинала. То есть мне было намного тяжелее, намного ужаснее. Да, просто в разы хуже себя чувствовал. То есть, а сейчас, даже проиграв первый круг, что, опять же, говорю, как результат плохой, но самочувствие как таковое после Австралии было в разы лучше. Я понял. И сама игра, на самом деле... Я хотел сказать, да. Игра-то хорошая была, но и парень, да, понятное дело, молодой, терять ему нечего, играет круто, все сейчас как-то играют суперактивно, да? Не, и сам чувствую, что я играл лучше и прибавляю во всем, поэтому просто нужно продолжать. Я где-то обязательно выстрелю в том году. Извини, что перебил. Нет, наоборот, я хотел тебе. Я говорю, просто в этом на самом деле никто не сомневается, потому что даже видно, как ты играешь. И игра есть, уровень, как всегда, на топе, поэтому я уверен, что... В том году много, наоборот, глупостей делал. И, как я говорю, что начал сезон офигенно в плане результатов, да. Но как факт, я делал много неправильных вещей, Сама игра была, то есть я тот же Гонконг, тот же Австралию первые круги я очень плохо играл, то есть там в прямом смысле... Я помню, да, именно по уровню игры, я очень тащил, ну, морально-волевые. Страдал, наверное, на матчах, то есть не попадал, не получалось ничего, еле как-то там перебивая, выигрывал матч. Но это на самом деле важный матч. Не, конечно, да. Но я имею в виду, там и немножко помогли соперники да, в тот момент. Без этого никак. А как бы в этом году 2 матча достаточно с первого круга прилично, для первого круга особенно был приличный уровень игры, и просто как бы в этот раз они классно сыграли. То есть в тот раз я давал играть всем, еле перебивая, и те сами проиграли. А в этот раз я играл хорошо, но те как бы отыграли... Ну да, все играют хорошо, это понятно. Есть такое, что ты вот что-то новое такое узнал о себе в последнее время? Да, много всего нового, да. Вообще. Чем ты можешь поделиться таким, что... Нет? Делиться не буду, но в целом это все равно не теннисная история, вообще не теннисная. Ну нет, все вместе. Все вместе, да, все вместе, но больше, да, не теннисная, больше, да, сам про себя. И поэтому мне интересно очень, как этот год сложится, потому что какое-то положительное... понятно, что нужно время, да? Предчувствие. Мне кажется, смотря на тебя на корте, твои улыбки видишь, это я считаю, что тоже очень важно. И я думаю, что ты будешь... Позитив тебе принесет и результаты, и все. А скажи вот такой тоже вопрос. Какая твоя любимая часть сезона? Ну и даже, знаешь, есть грунтовый, есть зал, есть улица. Сейчас у нас зал начнется. Какая твоя любимая часть? Да, все равно, да? Ты и там классно выступал, да, я понимаю, Роттердам. Да, не знаю, да. Австралия очень нравится, этот первоначальный трип. Потом все равно Индианаполис, Майами классный. Потом Грунт вроде сейчас тоже классный, все Мадрид, Рим, Ролан-Гарос. Я понял, да. Индианаполис вообще домашняя история такая, да, классно. Все классные. Смотри, вот тоже много, наверное, каких-то новое поколение, они тоже хотят узнать такой вопрос. Вот победы
понятно, что дают. Очень много там, хорошего, там, уверенности в себе, да, очки, финансы, окей. Но что дают поражения? Что вот можно такое вытащить из этих вот поражений, которые могут тебе дать, там, допустим, той же мотивации в дальнейшем? Как бы ты сказал? Да, наверное, здесь нового ничего не добавить. Все так же будет звучать банально. Но все на самом деле, любая ситуация, если научиться не... Ну, как, знаешь, когда все говорят, типа, нужно сделать правильные выводы. Типа, но в итоге 99% никто не умеет делать правильные, на самом деле, выводы. И если действительно каким-то образом научиться видеть, почему это с тобой произошло, потому что во всем виноват только ты. Неважно поражение, неважно, хоть даже тебя надурили, ограбили, хоть тебя избили, виноват только... И твое отношение к этому, да, получается. и твое отношение. И если ты реально научишься видеть, почему это произошло, то эти ситуации перестанут быть для тебя плохими. Ты так говоришь, как будто тебе уже не 28 лет, а... Ну нет, я просто это понял. Опытный, мудрый человек. Чуть-чуть, короче, неважно, да. И вот сейчас стараюсь к этому... Прийти, да? Ну да, больше приходить. И очень, поэтому себя намного лучше чувствую после этого Австралия Open. И... Да и на корте видно было, что как будто ты... Да, намного лучше, да. И... Впереди еще много турниров. Вот такое, на остаток сезона, на чем ты в плане тенниса концентрируешься? На чем вот заостряешь самое большое такое внимание, что ожидаешь? Хотя ожидания, я понимаю, что это глупо, да, но да. На чем концентрируешься? Сейчас наоборот, даже не концентрируюсь. Я дал, как сказать, себе. Open head, я не знаю. Open hand? Нет, open head. Типа раскрылся... Open mind. Да, я ну, помню, типа, дал себе, наверное... Какое-то время на да то, не что... время, а наоборот, как... Не знаю, как open mind перевести на русский. Ну вот, у тебя вот открытое, получается... Ну да, раскрылся... Открылся жизни не жизни, открылся, наоборот, к тренировочному процессу по-другому. То есть я забил на правила, не правила, вот должно быть так. Я понял. То есть больше интуиция какая-то включается, что тебе кажется, что лучше? Не интуиция, то есть я забил на этот идеальный подход, вот должно быть расписано по полочкам, то есть больше стал волю давать себе делать то, что я никогда не делал. Так же, как мы обсуждали, к сетке ходить, больше... Ой, это вообще, я не знаю, я как твой друг и игрок, я это просто счастлив видеть, ну да. Больше у сетки намного тренировать, тренировать больше вещей тех, которые я никогда раньше... Нет, точнее, я их тренировал просто не так внимательно, потому что все мое внимание было, вот нужно идеально научиться играть с задней линии, идеально должно быть все с задней линии сначала, потому что без задней линии уже другого ничего не может быть. То есть нужно вначале, чтобы было все идеально с задней линии, потом уже все остальное. А поскольку ты перфекционист, у тебя всегда нужно тренировать заднюю линию. Всегда было плохо. Я понял. Я это помню, на самом деле, еще когда там с тобой тренировались, 10 отличных ударов, один вылетел в аут, нет, еще. Андрюх, на самом деле, большое спасибо за то, что уделил время. Мы, как фанаты твои, друзья, мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего и уверен, что без ожиданий, понятно, да, но этот сезон принесет тебе много-много хороших, позитивных моментов. Спасибо тебе, дружище. Это Андрюха. Вы его все знаете. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на больше.